Обзор нового события, которое добавили из игры Storm Shot Остров Черепа, называется «Погоня за обманками». Я все открыл активом, осталось еще 2 дня до конца. Решил купить этот допуск, он стоит $10 и потом еще 20, ну, довольно дорогой. Значит, что он открывает? Это вот рамочка, кстати, очень нужная. Скорость тренировки войск, она увеличивает на 1%. Ну, ускорение, понятно. И вот это тоже плашка, лимит тренирующихся увеличивает. Сейчас идет также другое событие, прибрежное бистро, и, в принципе, я в этот раз смогу дойти, хотя пришлось много вложить, здесь можно посмотреть сколько. То есть получается, что $300 в сумме, чтобы открыть все. Вот, больше я так в игру эту вкладывать не буду, но просто один раз получу. Это вот как раз дух, который также дает бонус лимит тренирующихся. Ну и скин на поход, атака пехоты 1%. Ну, это, конечно, не решает, ну, пусть будет. Вот эта вот вещь классная. На пассиве будет лимит тренирующихся увеличен. Так вот, возвращаясь к этому событию, что здесь вообще есть? Погоня за обманками. Мы выполняем ежедневные миссии, вот, входим в игру, тратим стойкость, выполняем задания предсказаний, делаем пожертвования и тренируем войска. Значит, что здесь кроме еще интересного? Частички звезды на прокачку созвездия героев, стяги найма полезно, для самоцветов материал, знаки аристократа. Вот это вот сундуки с героями, но, к сожалению, герои здесь все первого класса, то есть самые слабые, которые никому не нужны. Так что этот подарок вообще. Здесь S1 герои. Он вообще не нужен. В итоге дается 20 сундучков, получается 20 деталей, то есть объединяя один фрагмент героя. Тоже, как бы, это ценность очень маленькая. Я больше игру не буду открывать, если они это не переделают. Смысла нету. Вот эти сундуки тоже потеряли актуальность, потому что нам добавили угрозы 34 уровня, и теперь слиток возмездия выпадает с 34 уровня. Ну, дальше вот алое золото. Это хотя бы нужная вещь. Ну, мало, конечно, но ладно. Вот это вот самое главное. Частицы звездного света. Можно только в сутки одну добывать из шахт, и все. Остальное за донат. Ну и также в приливных землях эта штука, эта частица есть на прокачка созвездия героев. Далее идут сундуки там получается детали дирижабля. Вот эти свитки для дирижабля, эти чертежи. Вот. И по сути все. То есть наград больше каких-то нет уникальных. Ну, еще вот опыт героя. И сундуки, кроме сундуков вот для дирижаблей, также есть сундуки с ресурсами вот эти вот. Ну, не знаю, у кого фермы, это вообще тоже ерунда, а не награда. Вот у меня уже сейчас 3 фермы грабил, уже 500 миллионов еды, там еще столько же будет 100% сегодня, потом будет, значит, где-то 2 миллиарда еды, 2 миллиарда кристаллов. Я просто хочу сразу ограбить, чтобы долго к ферме не возвращаться. То есть этого хватит сразу на прокачку до 35 уровня. Вопрос только не в ресурсах, а вот в этих вот знаках аристократа, которых нужно еще будет 1003 накопить, чтобы качнуться до 35 уровня и до Т11. Но в этой игре, в отличие от Guns of Glory, есть вот эта подписка, которую я редко покупаю, но пришлось сейчас взять, потому что, правда, ресурсов полно и сдерживают только эти знаки аристократа. Вот, во-первых, 30 дней мы выбираем что, да, в зависимости от потребности. Вот, самое последнее, это 3 знака активируются на месяц. И вот это вот. Тоже я сегодня только решил, потому что прошло КВК, и мне не смогли отправить королевский набор. Ошибка игры. Написали разработчикам, но вряд ли они ответят с их подходом. Значит, вот это стоит 20
долларов, но 12 на 7, то есть 86 медалек за неделю. Это очень выгодно, потому что если их покупать просто так, то это знак аристократа, он стоит типа одна штука $1, да, получается 86 долларов цена в обычном магазине, а здесь $20 и 86 штук. Ну и вот эта выгодная вещь, это подписка по золоту, она сейчас раньше стоила 20, теперь она здесь вообще стоит $10. Цену снизили. Вот. Так как уже у всех много золота, были еще акции на покупку двойного золота, очень много, поэтому вот эта сейчас вещь стоит совсем дешево. И дает она, получается, 60 тысяч золота за $10. То есть это must have. Так что вот, по поводу событий. Ну, вот это, понятно, на пополнение, но это полная ерунда. Просто без всяких свойств, просто скины, плашка, рамка. Все. Испытание королевства здесь я, наверное, буду топ-1, потому что у меня все войска погибли, и я здесь потратился где-то $100 на это все ускорение. В следующий раз не будем так безумственно играть без ума, будем все с умом делать. Вот этого парня я обгоню. Как раз таки, наверное, куплю ускорение, не знаю, посмотрю сейчас. Либо тем, что у меня уже накопилось за 3 дня. Вот этим обгоню, посмотрим. Просто я уже все ускорение купил, и как бы осталось только одно. Не хочется сейчас тратить $50 на это. По поводу русалок также. Вот, я открыл 3 русалки. Это самая крутая и самая последняя, которая открывается бесплатно за активность в игре. За выполнение заданий предсказаний. Вот. Она дает сейчас минус 25% от потраченной стойкости. То есть вместо 50 стойкости, как было раньше, на угрозу, теперь мы тратим всего лишь, вот я сейчас покажу, 37. С учетом этого навыка на стойкость вот этого выходит вообще 27 за угрозу. Вместо 50, то есть почти в 2 раза выгоднее. Ну и также у нас сейчас идет вот герои на кавалерию. Я их принципиально не покупаю, а коплю стяги найма без доната, просто коплю, не открывая этих 2 героев, потому что я им все равно не буду пользоваться. Я кавалерией не пользуюсь. Только войсками дальнего боя и качаю статистику на войска дальнего боя. Также можно в этом видосе рассказать про самоцветы на подготовке к КВК. Единственный раз, когда я задонатил, больше этого делать не буду. Чтобы я прокачал, получается, R3, свитки все, до R5. Сразу купил R5. И вот это мне принесло очки. И принесло мне первое место. Вот. Так, что-то у них оно не работает. Все у них не починили. Пишет 3, это просто вот всего очков. Вот, первое место показывается. 14 миллионов, там совсем небольшой отрыв, вот я занял. Дали за это 200 сундуков, сейчас я их покажу, с самоцветами. Ну и на этапе битвы, вот, 4 место. Не стал я еще последних воинов убивать, чтобы до 100 миллионов добить, потому что награда следующая идет от 100 миллионов очков. Вот. Не стоит это вот. Хотя, понятно, 60 часов ускорения тренировки неплохо, но я потрачу в несколько раз больше на восстановление убитых. Уже 100 тысяч минут потратил. Почти 100 тысяч минут. Значит, что еще? По поводу самоцветов. Сразу же. Вот, открываем. Значит, вот они. R5 последние стоят. Вот сейчас я поставил чисто на атаку. Вот 8,25%. Второй уровень. Третий дает 10. То есть где-то прирост 2% в среднем от уровня.
Ну, улучшений стоит довольно много, особенно вот этих вот сердце солнца. Вот она дает 2,25, а здесь дает тоже. То есть получается 2,25 дает улучшение к атаке всех войск, то есть, ну, кроме артиллерии. По сути, мне осталось прокачать до R5, только вот эти вот два самоцвета, я их оставил на следующую подготовку. Вот. Вот эти свитки, они у меня есть, то есть здесь, получается, нужно 300, да? Мне дали 200. 50 еще осталось, то есть 250 у меня есть, нужно будет только 50 купить. Это совсем копейки стоит. Вот эти свитки дали, их 200 за первое место в подготовке. Также дали еще вот это за первое место, увеличивает лимит войск в походе на 50%. Значит, вот 200 мне дали. Можно выбрать. Вот эти вот свиточки нам нужны, они самые первые и самые редкие. То есть всех остальных по 2, потом вот по 4, это R3. Значит, нет, вот R3, значит, вообще 6 дает, R4 вот дает 4 штуки, и R5 2 штуки. Свиток заоблачного самоцвета. Вот, мне нужно улучшенный свиток заоблачного самоцвета. То есть, по сути, нужно только 50 этих сундуков, и я смогу полностью все самоцветы до R5 прокачать. К сожалению, в приливных землях сейчас падает только R3. Сейчас я покажу. Вот то, что удалось выбить с актива на приливных землях. Вот эти вот свитки 140, 82. То есть падают уже те, которые у меня есть давно. Поэтому я их больше покупать не буду. Ну вот, так что, в принципе, все, что я хотел рассказать. Пока новых каких-то событий нету. Если будут, я буду также записывать видео со своими комментариями. И Влад, если пожелает, можешь вставить или может просто сам пересказать кратко. Как хочет. Также вот то, что можно увидеть в последнем уровне шахты, про то, что я говорил, то есть здесь падает вот эта вот деталька, вот она, для прокачки созвездий героев, 1 в сутки. Поэтому вчера на КВК тут человек, напав на нас, он перед этим вложил несколько тысяч долларов, чтобы прокачать созвездие с 1 звезды на 3 звезды. То есть это сотни вот этих вот редких фрагментов золотых. И это стоит, если смотреть, как раз несколько тысяч долларов. Вот я сейчас покажу. Вот этими героями он напал, которые у меня на войска дальнего боя. Вот. То есть у него было так же. У него была 1 звезда вот здесь, вот в созвездии. Они у него, правда, 80 уровня, то есть он донатер лютый. Я с минимальным донатом на 65, ну, может быть, долларов 50 вложил, и просто повезло 65 оба. Максимальный уровень, следующий вот будет 70. Значит, по поводу созвездий, то есть какой эффект они ему дали. Вот, 1 звезда дает, вот, повышает здоровье войск дальнего боя на 15%. И здесь то же самое. И дальше вот у него, получается, оборона повысилась, войск дальнего боя на 15%. И он попросил себе поход. Ну, не молчу про то, что атака войск дальнего боя у него также выше на 20% из-за этой звезды. И вот это вот у него все открыто. Ну вот, получается, здесь все прокачано очень сильно. Здесь это все атака, оборона. Атака опять. Оборона опять. Урон, который наносится этим войскам. То есть здесь очень много. Вот 60 фрагментов это 1 уровень. То есть сколько купить надо. 1 звезда, это фрагмент стоит 1 доллар. Вот так. То есть колоссально. Он так сделал для 2 героев. Понятно, что они неубиваемые. И вот этот, значит, сейчас покажу. Хотя сейчас это искать не получится. Ну, это вот есть видео, которое я отправил Владу, его поход. Это ужас, конечно. Он полностью уничтожил наших сильных героев и всех наших войск, то есть 2 миллиона почти войск.
Какие у меня планы вообще сейчас? То есть я добуду, здесь будет у меня миллиард еды, миллиард кристаллов, ну, здесь будет 200 миллионов камня и где-то 150 миллионов серебра. То есть это сразу все, больше я фермы очень долго трогать не буду. Не буду тратить телепорт к ним вот сюда. Вот. Потому что каждый раз приходится здесь вот покупать его, донатить вот на эти очки Альянса. Поэтому хватит уже это делать. Я сразу сегодня до конца дня нападу на все эти фермы и вернусь на территорию Альянса. Сразу покажу, как выглядит вот эта вот вещь, вот этот вот дух. Он у нас на топовых донатерах уже стоит. Вот сейчас карта. Вот. Вот так вот. То есть какой-то бегает бычок там вокруг. Ну, один раз можно активировать, тем более он увеличит общий счет. Вот здесь вот. Суммарный счет. И, скорее всего, даст какую-то плюшку. Это я тоже потом запишу отдельно. Если Влад захочет, он может это выложить. Вот здесь наверняка из-за увеличения общего счета, вот из-за этого духа, вот он дает, да, 1600 к общему счету. Чтобы вот было понятно, остальные много, вот которые ничего не дают. Либо дают 800. Но никаких у них нету преимуществ. То есть люди покупали вот это вот орла за $100. Зачем, спрашивается, он ничего не дает. То есть здесь у нас очень много, а точнее даже все вот эти духи, они ничего не дают. Вообще ничего. И это вот единственный сейчас новый дух, который дает что-то. Это лимит тренирующийся плюс 200. Ну и по поводу самоцветов. По атаке я рассказал. Также вопрос может возникнуть по обороне, что дает этот самоцвет. Сейчас я покажу. Разобрав все. Кстати, методику объединения самоцветов в игре Stormshot поменяли. Раньше она была точно такая же, как здесь, а теперь там можно увеличивать уровень самоцвета за свитки. Вот, обзор самоцветов R5. Проверяю, идет ли видео. Да, видео идет. Значит, вот, первый уровень дает оборона пехоты 3,5%. Делаем. Вставляем. Улучшаем. Далее, прибавка идет 1% с нулевого уровня на первый. Также 1%. Дальше, со второго на третий идет прибавка 1,5%. С третьего на четвертый 1,5%. На пятый 1,5%. Максимальный уровень плюс 5. В игре Stormshot я видел уровни плюс 20 были. Так что здесь вот плюс 5. Все, мы разбираем. Дальше отдельно. То есть вы видели 10% максимальная прокачка. Теперь, если смотреть, рассматривать самоцвет максимальный, который сейчас в игре R5 на атаку. Прибавка идет 1, 1,5, опять 1,5%. 1,25. Нет, здесь идет 2,25. То есть там 1,5, потом уже со второго на третье 2,25. Опять 2,25. 2,25. И вот, то есть максимально это 15%. По обороне это 10%. Этот я сейчас не рассматриваю, потому что у меня пока его нету. В следующий раз посмотрим максимально.
Ну, это можно смотреть и здесь также. Вот, в принципе, вот, да, максимальные уровни, максимальную статистику. Также вот бонусы, которые они дают. Но мне кажется, интереснее вот так вот обновлять, показывать. Вот. И у нас остался еще самоцвет на здоровье. Вообще сам процесс создания очень интересен, красиво сделан. Не как в Guns of Glory. Мне больше нравится вот именно в этой игре, как это сделано. Так все не лагает, все четко, красиво. Значит, вот прибавка идет в здоровье 1,2%. 1,2%. И опять же здесь, только здесь 8%. То есть в обороне это 10%. В следующем ролику сейчас я открою скин, который в ивенте дается за донат. Больше я донатить не буду, просто чтобы он был и увеличивал общий счет. Если будет аналогичный ивент, это слишком дорого. Ну, по крайней мере для меня. Чтобы набрать 3000 очков, 3000 очков роз, нужно вложить $300. Как бы на игру уже и так вложено очень много, и больше не хочется тратить. Поэтому я вот сейчас это открою, 2 скина. Так система устроена, что вы их никогда не достанете, не купив, не потратив все деньги. То есть где-то вот на этом этапе вы не вытащите, например, на 600 очках, на 1200 очков. Не получится эту награду получить. Вот так вот хитро игра устроена. То есть здесь даже в информации о событии нету информации, не сказано ничего вообще о вероятности выпадения. Ну, это событие есть в GOG, так что много останавливаться на нем не буду. Сейчас просто мы откроем, мы сделаем последнее пополнение и откроем этот скин, посмотрим, даст ли он что-то за увеличение общего счета. Вот, по сути, самый выгодный набор это вот алое золото для прокачки снаряжения. Вот, нужно на $10, то есть на 1000 алмазов. Делаем пополнение. Все, готово. Готово. Перезаходим и открываем. Раз. Конечно, вначале он откроет знаки аристократа. Ну и теперь уже, соответственно, вот. Делаем скриншот на память. Так. И делаем еще разочек. Хоп. Сейчас мы его наденем, и тут другой скин, и посмотрим, как это будет выглядеть. Все, отлично. Подтвердить. Все. Здесь все готово. Заходим в облики. Дух. Открыть навсегда. Активировать. Дальше войска. Вот сейчас у меня стоит атака кавалерии. Теперь есть атака пехоты. Вот так он выглядит. Раз. Два. Ну, слушайте, общий счет изменился, суммарный счет. Но здесь ничего не открыли. Так что больше мотивации нету эти облики получать. Дают они всего лишь 1%, который особенно не решает. Если у вас прокачанный замок и лаборатория, вообще эти проценты здесь не влияют никак.